Кильян Мбаппе отказал Реалу. Очередной слив Челси. Тоттенхэм может забрать Конора Галлахера. Бавария дает 100 миллионов за Арауха. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Представители Барселоны контактировали с посредником из Саудовской Аравии с целью обсудить возможный переход нападающего каталонского клуба Роберта Левандовски в одну из команд из этой страны грядущим летом. По информации Sport.es, руководству и тренерскому штабу синегранатовых не нравится тот уровень футбола, который демонстрирует польский нападающий в нынешнем сезоне. Подчеркивается, что встреча с посредником была необходима, поскольку все трансферы в Саудовскую Аравию должны согласовываться с участием уполномоченного в стране лица. В этом сезоне поляк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 9 голами и 5 результативными передачами. Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. Защитник Униона Леонардо Бонуччи в ближайшее время может вернуться в одну из команд итальянской серии А. Об этом сообщает Get Italian Football News. Над подписанием игрока работает Рома. По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что клубы близки к окончательной договоренности. Напомню, что Бонуччи перешел в Унион из Ювентуса прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. Ювентус возвращается к активной работе над трансфером полузащитника Шахтера Георгия Судакова в январе. В ближайшие дни туринцы предпримут еще одну попытку оформить переход футболиста. Горняки по-прежнему просят за своего игрока 35 миллионов евро. Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтолли собирается предложить Шахтеру более выгодное предложение. Речь идет о возможной аренде с правом выкупа и бонусами в случае определенных достижений. Ранее была информация о том, что Юве ведет переговоры с окружением Судакова в Шахтере и Родриго де Пауля в Атлетико. УЕФА определила сроки рассмотрения дела, касающегося нарушений Барселоны финансового регламента организации. По данным Марка, это произойдет в феврале. В пятницу была информация о том, что каталонский клуб может быть исключен из Лиги Чемпионов из-за несоблюдения финансового фейрплей. При этом упоминалось наличие в отчетах подозрительных, несвойственных для футбольного клуба операций, связанных с увеличением доходов Барселоны. По данным Марка, каталонский клуб вместе с 9 другими европейскими клубами высшего уровня, включая ПСЖ, Ман-Сити и Милан, находятся под проверкой соблюдения ими финансовых правил, установленных УЕФА для участия в турнирах организации. При этом, по сведениям издания, появившиеся в последние дни новости – это слухи или утечки информации, сделанные намеренно на следующий день после вынесения решения суда ЕС относительно злоупотреблений FIFA и УЕФА доминирующим положением в европейском футболе. Милан решил не увольнять тренера Стефано Пиоли прямо сейчас. По данным La Gazzetta dello Sport, решающими стали телефонные звонки руководства клуба ключевым игрокам и лидерам, которые в большинстве своем поддержали Пиоли. Вероятно, наставник останется во главе Милана до конца сезона. Как отмечается, летом пригласить в клуб могут Антонио Конте, который находится без работы с марта 2023 года после ухода из Тоттенхэма. Рассматривают также тренера молодежки Иньяцио Абате. На данный момент Милан занимает 3-е место в таблице серии А, отставая от Интера, идущего на первом месте, на 11 очков. Защитник Шахтера Винисиус Тобиас летом 2024 года окончательно перейдет в мадридский Реал, сообщает АС. 19-летний бразильский футболист находится в системе королевского клуба на правах аренды до конца текущего сезона, выступая за вторую команду мадридцев Кастилья. По данным источника, Реал и Шахтер обговорили активацию опции выкупа игрока за сумму около 15 миллионов евро.
Сообщается, что у главного тренера сливочных Карла Анчелотти сложилось очень хорошее впечатление о Винисиусе Тобиасе во время его тренировок с основным составом. Контракт футболиста с «Шахтером» действует до июня 26-го. Немецкая Бавария хочет заполучить защитника испанской Барселоны Рональда Арауха, сообщает издание Mundo Deportivo. За уругвайца немецкий грант собирается предложить каталонцам 100 миллионов евро. Сам Арауха неоднократно заявлял, что не собирается уходить из Барсы. В нынешнем сезоне игрок сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол. Лондонский Челси будет готов осуществить трансфер полузащитника Конора Галлахера в Тоттенхэм, который интересуется им, за сумму в 50 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Sun. По информации источника, руководство и тренерский штаб Челси крайне высоко оценивают футбольные навыки Галлахера, поэтому не готовы расстаться с ним за меньшие деньги. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Тоттенхэм попытается приобрести 23-летнего полузащитника в случае, если команду покинет хавбек Пьер-Эмиль Хёйберг. В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 4 результативными передачами. 25-летний звездный нападающий ПСЖ Кильян Мбаппе не станет игроком мадридского Реала в зимнее трансферное окно и останется в парижском клубе. Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, Мбаппе и ПСЖ пришли к соглашению о том, что он не будет форсировать уход во время зимнего трансферного окна, что дает чемпионам Франции шанс убедить его подписать новый контракт. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Вчера прошел матч 18-го тура АПЛ, в котором встречались Вулверхэмптон и Челси. Первый тайм прошел без голов, а в начале второго на 51-й минуте Марио Лемина открыл счет в матче, выведя Вулверхэмптон вперед. В концовке на 93-й минуте Мэтт Доерти удвоил преимущество волков. Вскоре на 96-й Кристофер Нкунку отыграл один мяч, установив окончательный счет матча 2-1. После этой встречи Челси занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. Вулверхэмптон же поднялся на 11-ю строчку, заработав также 22 очка. Барселона и Манчестер Сити продолжают вести переговоры по полноценному трансферу Жоау Канселу. Об этом сообщает испанская пресса. В настоящее время Канселу играет за Барсу на правах арендованного футболиста. Каталонцы хотят выкупить португальца у горожан. Отмечается, что Сити уже озвучил стоимость Канселу. Горожане намерены заработать на продаже своего игрока 30 миллионов евро.